Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов угрожал убийством армянскому послу Тиграну Балаяну. Инцидент вызвал бурю возмущения, и армянская дипмиссия выступила с официальным протестом, обращаясь к международному сообществу с просьбой осудить неприемлемое поведение азербайджанского дипломата, сообщает издание «Политика». Согласно источнику, угроза была произнесена в ходе приема, организованного посольством Турции в отеле «Тангла» в Брюсселе по случаю празднования Дня Республики. Слова Садыгова вызвали шок среди присутствующих, и многие дипломаты выразили озабоченность эскалацией напряженности между представителями двух стран. Армянская сторона подчеркнула, что подобные инциденты подрывают дипломатические принципы и создают угрозу миру и стабильности в регионе. Еще раз. Армянскому послу угрожал убийством азербайджанский посол на приеме, организованном турецким посольством по случаю национального праздника Турции. Армения снова оказалась в роли добросердечного соседа, который угощает пирогом в надежде на мир, пока ему в ответ демонстрируют кулаки. Стремление к миру – это, конечно, благородно. Но иногда кажется, что единственные, кто читает учебники по дипломатии – это армяне. Ничего удивительного. Все, что не заканчивается отрубанием головы, четвертованием и сжиганием, для этого племени является дружественной атмосферой, типичной для обычных дипломатических мероприятий. Думаю, именно поэтому и в Европе никто не удивлен. Что взять с этих паранормальных? Заместитель министра иностранных дел Армении Паруир Аванесян подтвердил распространенную политику информацию о том, что на приеме посольства Турции, прошедшем в Брюсселе, посол Азербайджана Вагиф Садыгов угрожал послу Армении в Бельгии. Об этом Паруир Аванесян рассказал на брифинге с журналистами в Национальном собрании. Согласно поступившей информации, во время приема прозвучали оскорбления и угрозы, о чем мы проинформировали бельгийскую сторону, а также Евросоюз. Я думаю, что по этому поводу ведется расследование. Ответа пока нет, сказал Аванесян. Ранее издание «Политика» писало, что посол Армении в Бельгии Тигран Балаян заявил, что получил угрозы от посла Азербайджана в Бельгии Вагифа Садыгова, добавив, что посольство Армении направило официальную ноту в другие дипмиссии в Брюсселе. В письме, о котором сообщал «Политика», говорится, что посол Армении Тигран Балаян подвергся словесным атакам, запугиванию и явным угрозам жизни со стороны посла Азербайджана Вагифа Садыгова. Отмечается, что инцидент произошел на приеме в отеле «Тангла» в Брюсселе, который был организован посольством Турции по случаю национального праздника своей страны. В ответ на запрос «Политика» посол Азербайджана Вагиф Садыгов заявил, что подобного инцидента не было, добавив, что прием прошел в дружественной атмосфере, типичной для обычных дипломатических мероприятий. Отметим, что посольство Армении направило официальный протест другим дипломатическим миссиям в Брюсселе после того, как его посол заявил, что получил угрозы убийством от своего азербайджанского коллеги. Почему азербайджанский посол хотел убить армянского посла? В истории дипломатии было много курьезных случаев, казусов. Все они происходили из-за плохого знания одной из сторон традиции другой стороны. Например, в 2002 году президент Ирана Хатами, будучи в Испании, наотрез отказался участвовать в торжественном ужине, который организовали в честь его приезда. Причиной стали стоящие на столе бутылки с вином. Испанцы забыли об этом, и был скандал. Или в 2015 году, во время визита в Китайскую республику, британская баронесса Сьюзан Крамер подарила мэру Тайбэя Ковендже карманный хронометр. Но она не учла одного. У китайцев часы – это символ обратного отсчета времени. Сделать такой подарок значит пожелать человеку скорейшей смерти. Я не понимаю, почему поднялась такая шумиха вокруг того, что посол Азербайджана в ЕС Вагиф Садыгов угрожал убийством послу Армении в ЕС Тиграну Балаяну. Во-первых, надо знать национальные традиции Азербайджана, а они гласят, что если ты находишься в командировке или на обучении в Европе и можешь убить хотя бы одного армянина, сделай это. Но посол Садыгов был двоечником и плохо подготовился. Он не взял с собой на прием топор. А самое главное, не дождался, пока наш посол Балаян, утомившись после сытного ужина, ляжет спать.
посол Вагиф Садыгов нарушил церемонию древней азербайджанской традиции отрубания голов спящим людям в Европе, за что и попал в дипломатический скандал. И я даже слышал краем уха, что его в наказание отзовут в Баку. Послом в ЕС будет назначен другой, более подготовленный человек – Рамиль Сахиб Аглы Сафаров. Человек с опытом, не то что этот недоучка Садыгов. Постскриптум. А вообще, мне противно от одной лишь мысли, что в ЕС и дальше будут делать вид, что они не видят зла и не слышат зла. Добавлю, что все вышесказанное – это сарказм, а то мало ли кто-то подумает, что я всерьез это говорил. Хотя сарказм сарказмом, но факты остаются фактами. Гургена Маргаряна убил Рамиль Сафаров, который оправдывался какими-то солдатскими предлогами, мол, на него якобы косо посмотрели, и он отомстил за это. Настоящий мужчина, если хочет разобраться с кем-то, делает это открыто и прямо, а не дожидается ночи, чтобы, когда все спят, зайти в комнату с топором и совершить страшное. И после этого они еще умудряются обвинять нас в каких-то подлых поступках. Просто невероятно. Свежие новости от биполярных. Секретарь Алиевского совбеза Рамиль Усубов угрожает Армении. Давайте перейдем к прямому заявлению этого персонажа. Азербайджан может добиться мира. Усубов пригрозил Еревану железным кулаком. Ударная стратегия Азербайджана позволяет в короткие сроки ответить на любое внешнее воздействие. Об этом в статье, опубликованной в газете «Азербайджан», заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов. Не только армянские реваншисты, но и крупные государства, не признающие независимость и лидерство Азербайджана, должны сделать правильные выводы из опыта прошлых лет и помнить о силе железного кулака, пригрозил Усубов. Секретарь Совета безопасности Азербайджана также подчеркнул, что Азербайджан, как страна-победительница и центр военной мощи в регионе, может принудить Армению к стабильному миру и подписать мирный договор, основанный на международном праве. Усубов, вероятно, имел в виду предварительные условия Азербайджана, когда говорил «международное право». Рамиль Усубов в своей статье уверяет, что Азербайджан, несмотря на свою победу, ведет переговоры без высокомерия. Решение проблемы заключается во взаимном доверии и освобождении Армении от внешних воздействий, ведущих к неудаче. Власти Армении должны учитывать интересы своего государства и народа, сказал Усубов. По словам Усубова, прогресс в демаркации границы показывает, что Азербайджан и Армения близки к миру. Ну, прелесть просто. Здесь тоже не вижу ничего удивительного, и в Армении вряд ли кто-то удивляется таким высказываниям. Это уже стандартная тема. Могу лишь сказать, что успокоить людей с биполярным настроем может только жесткий реванш, а то, как я понял, у них сильно голова чешется. Пишите ваше мнение и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости.